какая я была веселая, молодая. Ну, Тань, привет, а я же не знаю этого человека. Ну, конечно, это счастье. Я балерина, все, я пошла. Можно не быть профессионалом, там, не проучиться 10 лет, и еще и танцевать, и еще показывать это. Там, та-да-да. Я живу, играю, и мне это нравится. Просто я так влюбилась в это все, я даже не думала. Они будут меня обсуждать, а я не попробую, и мне потом от этого будет плохо. Друзья, во время записи интервью мой микрофон перестал работать. К счастью, только мой, и героиню слышно прекрасно. Для вступления я перезаписала звук, но в интервью, чтобы это не выглядело нарочито, неестественно, решила оставить все как есть. Поэтому мои вопросы и комментарии слышно чуть хуже, чем ответы Тани. Надеюсь, это не помешает вам получить удовольствие от просмотра видео. Спасибо за понимание. Привет! Вы на канале Неприма, где я простым языком и с большой любовью рассказываю интересные истории из мира танца. Сегодняшняя героиня – первый, самый известный и самый любимый русскоязычный балетный ютубер. Это Таня с канала Таня плюс танцы. Тань, мне кажется, возможно, это мои личные ощущения, ты тоже меня поправь, но как будто бы сейчас на Ютубе, несмотря вот на эти падающие просмотры, непонятно, что происходящее с алгоритмом, какой-то мини-балетный бум. Не только в русскоязычном пространстве, но и в англоязычном. Очень много замечаю новых блогов, влогов, ведут в том числе и артисты, в том числе и статусные артисты. Замечаешь ли ты это и как ты к этому относишься? И, может быть, есть ли у тебя объяснение, почему вообще вдруг балет так выстрелил? Мне кажется, вообще люди стали больше вести соцсети, и в том числе артисты. Это стало более популярно, это стало более уважаемо, и многие поняли, что так можно приобрести там деньги, какую-то известность, раскрыться. Это тоже выход творчеству человека, особенно артиста. Я только это приветствую. Мне кажется, это замечательно, что есть такая альтернатива, что можно рассказывать, показывать, увлекать. Как мне всегда пишут, здорово, что вы приобщаете к балету, что вы влюбляете в балет. И вот чем больше таких авторов будет, мне кажется, замечательно. Больше детей посмотрят, больше детей захотят увидеть в театре и захотят стать артистами. Ну, и не только детей, вообще людей. Если именно балетный канал, это куда лучше, чем какие-нибудь там, когда сжигают машины дорогие, что более смотрят, больше просмотров набирает, но никакого образовательного посыла не имеет. Периодически пишут, что благодаря каналу начали заниматься балетом не только там дети, а вообще даже взрослые пришли, влюбились. Это прям очень популярный комментарий, и я очень рада этому, что вдохновились. Это как бы и то, что я и хотела на самом деле. Вообще такая идея, что чем больше людей начнут заниматься чем-то, собой, своим телом, своей физикой, развитием, тем лучше будет наше общество, мы будем все счастливее. И плюс балет, мне кажется, это такое движение очень, очень осознанное, включающее голову активно. Да? Вот эта вся сложная координация, это полезно для любого человека в любом возрасте, в любом статусе. Как все говорят, когда начинаешь заниматься, даже не можешь думать ни о каких проблемах, там, не знаю, ни о чем. Ты сразу отключаешься, потому что слишком сложно. Да. Такая психотерапия. У меня был тоже подкаст с психологом. Она говорила, что мы счастливые люди, что у нас есть такое. Не только дом-работа, а что-то вот еще такое невероятное. Балетная среда, она всегда славилась своей закрытостью. И мне кажется, что сейчас она гораздо более открыта, чем те же 7-10 лет назад. Когда ты начинала и приглашала первых артистов или педагогов на интервью, ты чувствовала какое-то недоверие или, может быть, что не очень охотно шли на контакт? Театры были не в восторге, когда артисты рассказывали закулисную жизнь, там, да, хотя ничего плохого они не рассказывали. Это зависит от театра, от руководства, вообще от плана их там, я не знаю, на год. И, конечно, еще от каких-то персон. То есть кому-то можно больше, кому-то можно меньше. Я не хотела как раз вот эту закулисную жизнь раскрывать настолько, чтобы раскрывать все какие-то там интриги, скандалы. Когда я начинала вести, у меня прям наоборот, все было из противоречия. Я работала на телевидении, но в моих программах, где я работала, не было такого, но я, конечно же, видела и вижу до сих пор, что желтизна, ее очень много, она рейтинговая, хайповая, как сейчас говорят, не считается журналистикой, к сожалению, это смотрели, смотрят и будут смотреть, никуда это никогда не исчезнет, это есть и в соцсетях к тому же, и, конечно, блоги и каналы, где такого много тоже, сейчас это распространено, они набирают больше просмотров, и вот поэтому, наверное, такого отношения к моему
моему каналу ко мне никогда не было, потому что артисты знали, видели, и артисты, и педагоги, вообще люди, что, ну, как бы мне можно доверять, что я не расскажу, хотя я знаю, конечно, многое, и сплетен, и всего-всего полно знаю всего, но я никогда этого не скажу в своих соцсетях, потому что я вот так решила. Не хочу. Про балет я буду рассказывать только что-то ценное, важное, интересное. А сейчас гораздо проще, потому что действительно, как я тут шучу, что широко известен в узких кругах этот бренд «Таня плюс танцы». Конечно, какая-то вот есть репутация, что все-таки более-менее там нет никакой желтизны, что уважительно очень относишься к гостям и стараешься раскрыть их, и в любом там, пусть это мастер-класс, или это какая-то там юморная штука, или интервью, всегда очень так стараюсь с уважением, поэтому, наверное, помогает это тоже. Одна из первых моих таких путеводных звезд, это была Марфа Федорова, и ее мне просто передали по знакомству, но она очень хорошая девушка, и Марфа, привет. И второй мой такой путеводитель – это Настя Леменько, это было случайно. Просто пришла на балет в театр Станиславского, увидела Снегурочку, там это потрясающе, она все время на пальцах с них не сходит, посмотрите обязательно этот балет, кто сможет. Нашла ее в Инстаграм, опять-таки, надо будет много раз эту звездочку ставить. Написала, а Настя очень открытый человек, и она уже тогда, наверное, понимала, как важно вот это все для зрителей. И очень все сложилось прекрасно тоже у нас с ней. Таня плюс танцы. Когда началась эта история? Чем ты занималась в детстве? С каких танцев началось твое знакомство с этим миром? Вообще с балетом не было никакого знакомства и соприкосновения вплоть, мне кажется, до вот этих вот 22 или сколько мне было лет, когда я впервые увидела рекламку. Я из маленького города, там не было вообще ничего похожего тогда. Я на самом деле нормально ничем не занималась, я больше была про разговорный жанр, я какие-то вот эти вела там мероприятия в школе, в Новый год и так далее. Поэтому танцев в моей жизни не было, и у меня даже, знаешь, была такая история, когда я начала заниматься, спустя там полгода, я думала, почему нельзя время вернуть назад. Я знаю, что многие, наверное, потом это испытывают. Почему меня в детстве мама? Я даже спрашивала, мама, ну почему ты меня в балет не дала? Она говорит, да я даже не знаю, у нас вообще никогда об этом разговора не было. Потом я это все приняла, конечно, и подумала, что тот путь, который есть, он и так прекрасен. Так что да, я пришла деревянная, без всякой подготовки, но данные природные, как оказалось, какие-то есть. Не знала о существовании занятий. Тогда был фильм «Черный лебедь» Натали Портман. Как раз пошла волна первая. Ну, она на самом деле не совсем первая, но для меня была первая. Балетная мода на улице была, и вот эти все пачки появились, и были купонаторы. И я приходила, не помнишь такого? Купонаторы, все по купонам покупали какие-то абонементы, да. И мне я была подписана на там много, и мне пришло просто предложение, там, был купон на скидку на занятие, какая-то была очень такая смешная цена. Я подумала, даже если я не пойду потом, один раз схожу, не страшно. Боди-балет. И вот так я пришла, потом еще пришла, потом был перерыв, а потом начала ходить. Просто я так влюбилась в это все, я даже не думала. То есть я реально как будто бы на своем месте как-то оказалась. Наверное, если бы в детстве отдали, наверное, да, я бы связала с этим свою жизнь. Ну, как мы видим, твоя история показывает, что можно и с другой двери зайти. Я как бы все адекватно оцениваю. И все, что мне пишут там про корявость, как бы не надо думать, что я такая, о, я балерина, все, я пошла. Все понятно, все знаю. Люди адекватные понимают, что я на самом деле не считаю себя балериной, артисткой балета. Уважаю глубоко артистов и считаю, да, что с профессией надо учиться с детства. Даже можно не в училище, как в Америке или в Японии, они же не учатся в училищах, но именно с детства, потому что есть определенные координационные, технические вещи, которые закладываются с детства. И даже развитие физиологическое, анатомическое с детства. Его против природы как бы не попрешь. А это было про гастроли, это было просто, как оказалось, в нужном месте, в нужное время. И мои журналистки, вот эти вот бесстрашие, слабоумие, отвага, оно как бы тоже помогло. Ну, гастроли. Первые гастроли случились, я училась, занималась в студии, где я сейчас занимаюсь, и они набирали... Есть труппы, которые ездят по гастролям. Раньше это было очень популярно. Русский балет все равно ценят, к счастью. Есть артисты-фрилансеры, которые вот на эти гастроли ездят. Они все были распределены обычно заранее, то есть сейчас набирают уже на Новый год. И я знала, что у них как бы не очень много людей, а я, конечно же, мечтала. У меня вообще все начиналось с мечты, с мечт, как сказать, очень многие вещи. Попробовать дуэт там балетный,
и попробовать вот потанцевать вообще. Очень страшно было сказать это. Как вы думаете, если вот я приду к педагогу, ну, Аня, и скажу: Ань, а вот если вам нужно где-нибудь в кардебалете там постоять, или, я не знаю, каким-нибудь там мимансом, мне так это было страшно сказать, но я знала вот людей, которые, это мой друг, артист балета, и педагог один, которые очень ко мне хорошо относились, и даже если бы они мне сказали: Танюш, ну, попозже, сейчас еще рано, ну, как бы нет, мне бы было не так это, ну, болезненно. Ну, они поддержали. И еще были артистки, девушки, одна педагог, другая Джой, обожаю Джой Ломак, вообще обожаю ее. Она мне тоже, они сами как-то мне эту идею говорили. Я такая думаю, блин, ну что они, как это вообще? Не? И вот такая была возможность, и я думала, лучше сделать и жалеть, чем не делать. Это вообще девиз моей жизни во многом, ну, конечно, с головой надо. И я пошла, сказала, они меня взяли, и мы поехали в Германию, и мы там были целый месяц в октябре, и это было прекрасно. Это была какая-то небольшая такая труппа, и все какие-то хорошие, и мы реально как на курорте были. То есть прям воспоминания, там нашла себе подругу, и вообще было классно. Второй раз было не так спокойно, потому что это уже более такая известная труппа была, они из года в год ездили на гастроли, они более большая компания, там была Испания, 2 месяца, а потом США. И, конечно, я пошла через себя, в основном потому, что я очень хочу в Америку, до сих пор хочу побывать там, посмотреть, снять там блоги про балет, пообщаться с балетными американскими артистами. Это прям моя просто, пусть это исполнится. Тут такая возможность, за тебя как бы все делают, и ради этого я прям с большим страхом пошла на просмотр. Был настоящий просмотр, куда приходят артисты, они делают станок. Это было сразу после пандемии. В пандемию много артистов ушло из профессии, многие вышли из формы, и действительно набрать людей было не так-то просто. А что есть у меня, так это какие-то данные типа выворотности хорошей, природа, и какая-то, вот как она мне, Лена, всегда говорит, балетная форма. Дали мне родители, спасибо большое. И на самом деле за счет этого попала во второй раз. Там было посерьезнее в том плане, что я, конечно, очень много переживала зря. Надо было тоже кайфовать. Я слишком много переживала, но я очень рада, что это было. Мне очень интересно спросить про репертуар, что ты потанцевала, и, может быть, у тебя есть какие-то такие впечатления о том, что было особенно сложно, что было особенно долгожданно. Классный вопрос. Репертуар. Я участвовала в «Лебедином озере» и действительно была прям лебедем, и прям выходила там-та-да-дам. Но, естественно, я всегда это говорила тоже, я всегда очень честна, что я далеко не во всех картинах стояла или танцевала. Были моменты, где я убегала за кулисы, там так специально построиться. Иногда, потому что так нужно, там иногда многие, там несколько артистов убегают, чтобы там картину определенную. А иногда потому что, да, переживала самая главная руководительница, она очень опытная, она Маринке танцевала. То есть, представляешь, под ее взглядом, как бы, я помню, когда я стояла на репетициях в Москве, у меня так вот все течет только потому, что я боюсь, и я очень ее боялась, хотя она тоже очень классная, у нее очень классные были комментарии, замечания, прям вот классно. Такая школа, она училась у Дудинской, что ли, или что-то такое, вот я сейчас не буду врать. Только ход, совсем чуть-чуть, там как раз я почти не танцевала, там я больше была мимансом, народ. И когда я была в Германии, это была «Спящая красавица», тоже там что-то упрощенное. Все было не такое, как в Большом театре, намного, первые гастроли намного более упрощенные, а вторые гастроли, выход «Лебедей» там в любом случае никак его не поменяешь. Впечатление перед первым выходом на сцену у меня было такая, думала, все, я упаду. Мне помогла девочка, я была последним лебедем, но это было здорово, потому что я, конечно, наверное, не вытянула, если бы я была там одна из первых. А еще всегда меня удивляло, все думают, балет — это танец, ты когда видишь, что так красиво, но когда ты находишься внутри, и это не только мое впечатление, артисты со мной многие согласятся, я знаю, что они тоже это говорят. Ты все время думаешь, как тебе в эту линию попасть, в эту так, ты смотришь, рука, все, за кем там, кто, ты должна делать как одна, ты не имеешь права там, я не знаю, сама от себя. И вот это на самом деле вообще не чувствуется танцем. Ты чувствуешь себя роботом, и у тебя должны быть вот так глаза, вот так вот все руки, ты на стреме, у тебя вот такие уши, и если ты затупишь немножко, это очень видно, как бы самое главное слиться с толпой, не затупить. Конечно, это счастье. Как будто, говорю, другая жизнь, прям фильм какой-то. Еще это совпало с путешествием, и это просто понятно. Кстати, Америки-то не случилось. Самое главное, Америки не случилось, да. Там была проблема из-за пандемии еще с театрами, в Америке еще более жестко это было, и с доставкой декораций, что-то там такое. В общем, они посчитали, причем они там уже продавали билеты, но посчитали, что возвраты сделать им легче, чем вот этот риск на себя. В общем, к сожалению, наверное, все, что не делается, так и должно было быть. Пришло время. Видимо, да. Да, когда я туда попаду.
можно продолжать мечтать и однажды. На самом деле мечтать это хорошо, но тоже это же не все, даже то, что там я попала, это же не просто мечты. Я как бы мечтала, казалось нереальным, но маленькими шажочками просто делала. То, что я просто кайфовала от процесса. Вот это, наверное, самое главное. Да, но мне кажется, когда ты любитель и приходишь в такую компанию, где в том числе танцуют и профессионалы, у тебя активно включается синдром самозванца. О, всегда был, да. Да. Как ты с ним борешься? Может быть, у тебя есть секреты, и это может быть применимо не только в балете, а вообще в каких-то других. Слушай, ну первое, на самом деле мне очень помогло, конечно, когда я пришла, особенно во вторую труппу, ну и в первой уже был канал, меня знали, и, к счастью, ко мне многие хорошо очень относятся. И как-то, видимо, вот этот посыл мы все равно люди считывают. Не все, наверное, но какой-то добрый такой. И прям как будто бы я часто чувствую, что меня как будто бы давно... Они могут со мной: Тань, привет! А я же не знаю этого человека. Значит, все правильно. Значит, я для них своя. И вот это мне помогало. Во-вторых, я не занимала ничье место. То есть я никого не подсиживала, никого там, не знаю. Так сложилось, так получилось. У меня нет образования балетного, но я, кстати, я обучилась на бар-инструктора. И вот сейчас должен прийти, это американская система обучения, должен прийти сертификат, и хочу еще дальше пообучаться попозже. Был как раз вот здесь больше синдром самозванца. Ну, как артистки балета тоже был. Ну, что мне помогло? Первое, что если бы я действительно была очень ужасная, меня бы точно никуда не взяли бы. Вот. А второе, ну, какое-то слабоумие, есть такое в балете, слабоумие и отвага. Наверное, вот это. Ну, то есть, как говорят же все психологи, простая истина, что о тебе никто не думает. Все думают про себя. Если про тебя что-то написали, все равно они думают про себя. И как бы, ну, а что, они будут меня обсуждать, а я не попробую, и мне потом от этого будет плохо. А так, в принципе, классно же. Это очень классные впечатления, воспоминания. Очень классные, Всю жизнь не все да. могут этим похвастаться. Ну, давай вернемся во времена, которые предшествовали всем этим гастролям, потому что, чтобы туда попасть, нужно было вообще-то чему-то научиться, да, и ты впервые начала заниматься во взрослом возрасте. И мне показалось, что вот эти твои видео про развитие выворотности, да, про какие-то такие технические моменты, они были в первую очередь в помощь, наверное, и себе, и другим. Тут 50 на 50. Вот про выворотность, например, нет. У меня она хорошая оказалась. Я быстро очень ее... То есть она, конечно, была, но я ею не пользовалась. Но когда начала заниматься, она быстро разработалась. Многие вещи, да, стопы, там, какие-то дотянутость колен. Я прям от себя вот мне надо. Я всегда очень въедчивая была, если есть такое слово. Въедливая, да. Вот, спасибо. Все хотела узнать именно, как правильно, вот как будто я реально поступала в АМГах, и мне нужно было вот быть идеальной технике. И поэтому я начала это снимать, да. Но были какие-то вещи, тоже выворотность, это общая проблема, не только для любителей, но и для многих профессионалов. Поэтому то, что как бы популярно, то есть 50 на 50. Ты ходила именно на класс или репертуар? Класс в основном. Репертуара как-то раньше особо так не было много. Были просто концерты сборные вот эти любительские. И иногда дуэты у нас были. Тоже я как бы, можно сказать, такая первопроходец, потому что я, вот, допустим, в той студии, где я занималась, я одна из первых привела именно артиста из театра. Ну, мне захотелось что-то танцевать, и я придумала, я с ним была знакома, я его снимала. Я думаю, вот, наверное, будет красиво смотреться. И даже если я буду плохо танцевать, все равно будет хорошо смотреться. Но я имею в виду за счет него. И вот так у нас начались дуэтные танцы. Таня, как твои близкие отнеслись к такой внезапной, я бы даже сказала, такому внезапному балетному помешательству? Наверное, с их стороны виделось именно так. Мне кажется, они привыкли уже ко мне просто. Муж как-то по-разному относился. Иногда его бесило, конечно. Мы уже были вместе тогда. Да, мы с ним уже очень давно. Ну, конечно, когда я уезжала на гастроли, договориться с Сашей было не очень просто надолго уезжать. Ну, как ты рассказывала, наверное, объясняла, договаривалась, что вот Америка, я хочу попасть туда. Но в целом, спасибо большое, смог принять тоже это, понять и как-то не противодействовал. Это очень важно, поддержка со стороны. Не говорят, что ты делаешь какие-то глупости. Ну да, что займись серьезным делом, там, нет, такого не было. Повезло. Твое первое видео, или, может быть, одно из первых, может быть, что-то было закрыто, я не знаю, было посвящено твоей подготовке к концерту в студии, где ты занималась.
помнишь, как вообще тебе в голову пришла эта мысль вести? Это же можно, наверное, назвать влогом. Наверное, еще тогда не было такого такого. не было. Не, наверное, было уже, да. Не Было, знаю. На самом деле, это не моя идея. У меня были соавторы, так сказать. Я работала журналистом в программе, и мой редактор решил покорять YouTube. Понял, у него есть такая, конечно, продюсерское мышление. Он понимал, что это все придет к нам из-за рубежа. Там уже это было активно, особенно в Америке. И хотел сделать много каналов небольших, которые будут в узкой теме. Мы иногда с ним сидели, вот так думали, какие темы, что... То есть некоторые темы я сама, конечно, хотела, а некоторые он мне предлагал там, ну, все, что касается особенно не балета, стрип-дэнс и так далее, это не моя инициатива была. Я пролистала и да, увидела, что это не первое видео про стрип-дэнс, да, там про джаз. Да, джаз это было, я уже была в положении. На самом деле надо побольше снимать таких видео, не только про балет, надо, я хочу. Она уже называется «Таня плюс Да, танцы». мне даже иногда Таня пишут плюс такое в балет. комментариях: Таня, почему только балет стал? Раньше же было другие, ждали от меня народных танцев, очень просили. Будем надеяться, у Тани дойдут руки до видео о народном танце. А пока, ребята, можете посмотреть на моем канале 2 ролика про Нархар, народно-сценический танец, нежно любимый многими студентами балетных академий. Первое видео посвящено его краткой истории, а во втором прекрасная Василиса Дерендяева рассказывает о личном опыте исполнения Нархара на сцене Большого театра. Это была идея Андрея, а для меня это было, наверное, ну, первое, это, наверное, чтобы показать, что да, можно заниматься любимым делом и не смотреть ни на кого, и танцевать, и вообще как бы. А второе, наверное, для старости посмотреть на это все в старости и подумать: класс, какая я была веселая, молодая. Это смешное, милое видео, его захейтили жестко, конечно, тогда мне, да, там комментарии почитай, там, а я их не закрывала. Я вообще не закрываю никакие плохие комментарии, просто я на них не отвечаю, и все, у меня позиция такая. Тогда комментарии меня действительно очень ранили, я плакала. Ну, я люблю поплакать, это вообще моя такая история. Это психотерапия у меня своеобразная. Да. Я просто хочу вот уцепиться за этот момент про хейт, потому что я как раз наоборот думала предположить, что тогда еще не умели хейтить вообще. В Ютубе умеют и будут уметь. Ютуб — это такая площадка, где людей не видно. Если ты перейдешь к ним в аккаунт, ты не увидишь их. В Инстаграме тоже, в принципе, есть, но они в основном подложные какие-то страницы, да, которые пишут эти гадости. Люди, у которых есть фотографии, в основном, ну, редко прям пишут какие-то такие вещи. Но там в основном, конечно, было, что корявая вообще, какой балет, какая балерина. Люди не понимали. Форме, да? Вот это же тоже связано с временами. Сейчас балет для тоже любителей — это индустрия, и с ней считаются все, с ней считаются профессионалы. Ну, они хейтят. Хейтят-то они хейтят, но все равно это же не такая редкость. И ты была действительно первопроходцем, и люди никогда такого не видели, не знали, что так можно. В России, мне кажется. В России, да. И, наверное, с этим тоже связана была реакция. То есть не потому, что ты какая-то, а потому что... А что, так можно было? Можно не быть профессионалом, там, не проучиться 10 лет, и еще и танцевать, и еще показывать это. Мне кажется, вот на этом строится. Наверное. Мне казалось, ну, как бы, неужели они не понимают, что я не профессионал, что это больше для души, для того, чтобы, ну, как бы вообще, да, действительно показать, что можно начать танцевать, начать заниматься для себя, кайфовать от этого. Там, не кайфовать от этого тоже, по-разному. Ну, потом я очень много думала, у меня были в стадии принятия хейта, он был, сначала было, кстати, его очень много, потом, конечно, меньше, но все равно он до сих пор есть, он всегда, наверное, у меня будет. Я еще иногда думала, почему я смотрю там другие какие-то видео, и там нет хейта, а у меня его так много, на Ютубе у меня очень много хейта. Да, балетные, там, ну, не только на Ютубе, а вообще какие-то там даже интервью, подкасты. Ну, в общем, да, сейчас я уже, как это, хейтеры, привет. Ну, бывает, конечно, бывает, когда я вот там родила, у меня появились щечки, но это такие уже мелочи, это меня не так не трогает. Это самая вообще Не большая трогает. низость, когда люди начинают переходить на обсуждение внешности. То помада не такая у меня, то я говорю не так, то я сумасшедшая, то я выскочка. Я потом уже поняла, что если ты, назвался груздем, плюзай в кузов, да, как говорят, то есть ты решился, ты себя показал, выставил, как бы будь добр, уже все прелести собирай. Ну, и тоже мера ответственности, тоже понимать надо, как шоу-бизнес, они же тоже получают, отгребают. Ну, у них там другая история, ну, в общем, поэтому надо быть готовым и, наверное, просто проще к этому действительно относиться. Это не только про балет, и не только про занятия, не только там про просвещение и какую-то информацию.
это действительно про работу над собой какую-то в том числе. Вот это, кстати, очень интересно, раз мы уже заговорили. Как тебе кажется, как твой канал тебя изменил за эти годы, именно по-человечески? Ой, даже не канал, меня балет изменил. Тоже вот у меня недавно студенты ГИКа, да, решили сделать обо мне курсовую, и я поддержала, хотя времени, конечно, немного, потому что дитё. Как раз тоже был вопрос, что для меня балет. Вот похоже, что этот канал, балет для меня тоже почти соизмеримо. Стержень, какой-то характер, но это все помогло мне его увидеть, заметить, в том числе там на гастроли, когда я попала. Поэтому, да, это поменять профессию. Вот я сказала тогда ребятам, я поменяла свою профессию. То есть вроде как и поменяла, и не поменяла. Что-то странное происходит, трансформации. Примерить на себя вообще другую жизнь. Я вообще фантазерка, с детства была фантазеркой. Я всегда что-то выдумывала. Мне скорее хотелось даже не столько танцевать, а сколько пожить этой жизнью. И вот это одна из ролей. То есть я, можно сказать, как и актриса, только в жизни. Я играю. То есть я живу, играя, и мне это нравится. Я считаю, что это нужно всем, немножко игры в жизнь. Очень хотелось стать частью этого красивого мира. Оно же такое вот нереальное. Я не знаю, это волшебный, нереальный мир. Простыми детскими словами скажу. И оно магия. Никакой 3D, я не знаю, там, QR, что-то сейчас придумают. Вот с этой магией, которую создал человек, вот сию секунду создает ее, ничего не сравнится вообще. Поэтому... Для тебя так до сих пор, потому что понятно, когда ты вошла в этот мир, когда ты увидела закулисье, когда ты узнала больше людей, которые с театром связаны, все-таки в каком-то смысле эти розовые очки-то спадают. Да нет, у меня не было даже розовых очков. Мне кажется, не было, потому что я все-таки уже была в 23 мне было, когда я пришла заниматься. Я все-таки уже осознанный человек, и я понимала, что балет это сложно, что это не розовые очки, точнее, это не пачечки и коронки, как думают маленькие девочки, да, пачка, корона, я балерина. Особенно я начала заниматься, понимала, как это тяжело, и сейчас понимаю. Не в том смысле, что это про короны и пачки, скорее не про это, а скорее про какую-то очень большую внутреннюю несправедливость этого мира, потому что я видела, да, как... Ребята, в этом фрагменте я рассказываю Тане личные истории, которым была свидетелем, когда преподавала в Московской академии хореографии. Кое-что не пропустит цензура Ютуба, а кое-что не хочу озвучивать публично. То есть это вот какие-то вещи, которые по-человечески меня ранили. Скорее я об этом, а не о том, что не вечный праздник. Да, такое есть, к сожалению. И спорт также, не только балет. И до сих пор так было. Наверное, так и будет, даже если будет осознанно, даже если у нас настанут времена, когда педагоги не будут обзываться и будут, как в Америке, там, а можно я до тебя дотронусь? Даже если так, мне кажется, все равно выживают те, которые прям... Пока еще живо и активно то поколение, которое привыкло немножко к другому обращению. К сожалению, они обращаются так не столько действительно, они обращаются так и с коллегами. Вообще большая тяжелая тема, да, мне кажется, не принято говорить. Я думаю, что ты права, и действительно люди больше об этом говорят и думают, и родители ждут, соответственно, другого отношения к своим детям. И я думаю, что вот на наших глазах произойдет это какая-то смена поколений, будет очень интересно действительно посмотреть, во что же превратится балет, в эпоху осознанности, адекватности и ненасилия. Изменилось ли твое отношение к этому всему после того, как ты стала мамой? Потому что многие балерины говорят, что мир перевернулся, они по-другому стали чувствовать свое тело, по-другому пришла какая-то большая осознанность в движении и вообще в жизни. У тебя что? Что касается занятий, то да, я по-другому стала относиться, наверное, спокойнее. То есть до материнства я могла уйти, психовать, что мне что-то не получилось, я могла там расстроиться, плакать или просто попсиховать на занятии. Я такая вот есть сейчас, иногда я там вижу, девочки тоже расстраиваются, психуют, даже злятся. Сейчас стала намного спокойнее к этому относиться. Как бы для меня это стало теперь отдушиной, такой любовью, как и должно, в чистом виде. То есть ушла это какая-то непонятная, ненужная вот эта спесь. Я не знаю, почему она была. Это, наверное, тоже своего рода синдром отличницы. То есть хотелось идеально. Вот чтобы прямо сейчас, первый раз показали движение, все хочется, чтобы оно было идеально. Вот я станцевала зимой из балета «Щелкунчик» по ДД. Концерт? Да, есть любительский концерт сборный, как гала. Да, только потому что первое, я хотела его перетанцевать. Это был самый первый мой выход на сцену в качестве артистки, когда школа балета делала концерт, и я была Машей, и вот я танцевала, тогда я вообще не стояла на пуантах, это было непонятно что.
Этого видео, по-моему, нет. Это то, что я второй раз там танцевала, это вот как раз второй влог мой. Это меня выбрали, предложили, я, конечно, согласилась. И мне хотелось перетанцевать, я все ждала момента, и вот как бы он возник. Я была не в лучшей форме, потому что занятия не такие регулярные все равно, и надо было больше репетировать, но я все равно вышла, я сделала лучше, чем тогда, и как бы поставила галочку. А сейчас вот я больше пока не танцую, не выхожу, мне предлагают вот опять в таком концерте участвовать, но как-то вот я, наоборот, подуспокоилась, что ли, я не знаю почему, может, это временное явление. Я начала получить опять удовольствие от процесса, от обычных занятий. Я стала немножко лучше сейчас прыгать, я лучше там чувствую плие, вращаться стабильнее, там двойные. И мне нравится это, я пока вот в такой точке. То есть сам процесс мне опять стал нравиться. Есть ли у тебя какая-то мечта встретиться с кем-то, взять у кого-то интервью, с кем пока не получилось? Ой, ну, конечно, это, у меня даже не было вообще сомнений. Эта мечта, скорее всего, нереальная. Это Михаил Барышников, суперчеловек. Именно в балетном плане он какой-то такой легендарный. Вот то, что он делал, а сейчас он иногда изредка что-то тоже делает. И он ведет очень закрытый образ жизни, еще живет в США, поэтому это все менее и менее реально. Но да, очень было бы интересно. Я не знаю, как бы я с ним общалась. Это было бы, наверное, очень страшно. Таких людей тяжело интервьюировать, особенно когда... Ну, у него, кстати, мало было интервью, особенно когда много интервью у человека было, все сложнее и сложнее становится спрашивать. Ну, личных интервью, наверное, было больше, но просто он был активен в то время, когда еще не было такого количества интервью в принципе. Если вот кто-то помоложе, более близких к нам поколению. Знаешь, у меня вообще, наверное, нет цели, направленности на интервью. У меня они бывают, но это не так часто. А сейчас вообще их нет почти, потому что, опять-таки, система, ну, точнее, мода, что очень много подкастов стало. Я не могу, у меня всегда какое-то внутреннее противоречие. Мне не самой слишком много, и я не хочу как бы это делать. А темы все равно не бесконечны. Да, можно приглашать бесконечное количество людей новых, но какие-то есть знания новые появляются, да, там пилатес стал, что-то еще. Но как-то вот уже я сама стала другой. Был у меня даже какой-то кризис, я прям переживала, думала, то есть бросать не хочется, мне нравится снимать, я обожаю, это все равно моя профессия снимать и болтать. Но я придумала делать такие два проекта пока что. Первый — это как реалити, документальный сериал, я не знаю, как сказать, про путь любителя через свою призму, рассказывать просто какие-то такие вот, вспоминать что-то, рассказывать нюансы, рассказывать о людях, опять-таки, но именно немножко через свой путь, в игровой форме или там более веселой форме, развлекательной. А второй проект я немножко тебе скидывала, я пока не хочу сильно раскрывать карты, но это тоже игра с артистами, я надеюсь, что все получится. Вообще мечтаю снять тоже сериал, уже даже не документальный, а может быть художественный, какой-то или фильм. Вот к чему-то такому тоже у меня есть рвение, потому что про балет много фильмов, но мало из них можно смотреть. Знаешь школу Steps? Слышала про нее? О, конечно. Вот, это прям моя мечта, во-первых, попасть туда, я очень хочу побывать там, позаниматься, во-вторых, сделать такое у нас в стране, в Москве, огромное классное пространство, где будет и классика, и джаз-модерн, и что-то еще, разные направления, чтобы люди могли прийти, позаниматься, не знаю, вместе провести время, напитаться друг другом, какие-то делать встречи, мастер-классы с балетными, небалетными, интенсивы тоже, вот прям такое что-то. И поэтому, если кто-то сейчас меня слышит и хочет инвестировать деньги, я даже знаю помещение, где можно. Нет, это, конечно, очень трудоемко, и не знаю, насколько это окупаемо, если честно, это прям долгие. Да, но для этого нужны спонсоры и так далее, или гранты, вот, и много времени. Надеюсь, что все это у меня будет. Все получится. Спасибо большое.